Сегодня мы разберем 398 главу моей геройской академии, пройдем через призму прошлого и узнаем истинную причину становления Тошинори символом мира. Сражение ВЗО и Всемогущего достигает своего пика, да так, что отражается на другом фронте, сражении Мидории и Шигараки, которые нам показали в этой главе. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 398 глава манги моей геройской академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Так что я надеюсь на вашу поддержку за такой скорый выпуск глав. Повествование начинается с прошлого Яги после сражения героя со злодеями. Увидев, как Шимура расправилась с противниками, Тошинори решил последовать за ней, чтобы напроситься к ней в ученики. Однако изначально герой не желал слушать его слов, поскольку как он мог быть ей полезен, если у него не было причуды, говоря, что полагаться на это было бы полнейшим безумием, ибо с его трубой в руках в бою он мог защитить разве что радиус в 3 метра вокруг себя, а что вообще тогда говорить про защиту людей? Нана действительно не видела никакого смысла брать этого юного парня к себе в ученики, даже если его судьба была похожа на ее собственную, поскольку еще на то время юного возраста Яги говорит, что его семья была давно убита, что преждевременно заставило Шимуру подумать, что вся эта затея была из-за желания отомстить, чем она категорически не хотела заниматься. Вот только Тошинори продолжил свою мысль о круговороте несправедливости, говоря, что в этом мире, где тот, кто ворует, наживается, а печаль пострадавших превращается в ненависть. И именно поэтому он намеревается создать мир, в котором все будут улыбаться и ладить с друг другом. Но для этого необходим символ, которым он и хотел стать. Ибо символом мира люди перестанут бояться, ведь в противном случае, даже если города будут отстроены и жизнь вроде бы как наладится, их сердца по-прежнему останутся окутаны мраком. И раз уж все люди сейчас заняты защитой 3-метрового радиуса, именно Яги решил взять эту проблему под свой контроль, говоря, что ему ничего не помешает, ведь у беспричудных нет собственной роли. И видимо после этих слов Нана Шимура и согласилась взять Тошинори к себе в ученики, что дало началу рождения символа мира, известного как Всемогущий. Но прежде чем мы продолжим, видите вот эту фразу? Но естественно, мало кто сможет понять содержимое, а ведь согласитесь, интересно узнать ее перевод или посмотреть анимку с озвучкой первоисточника. Так почему бы тебе не записаться в онлайн-школу японского языка Мори Мори Джапан, где твоими учителями будут оригинальные аниме-персонажи, диалоги которых озвучил носитель японского языка. Для старта обучения тебе нужно всего лишь желание, ведь курсы рассчитан на нулевой уровень знаний. Если есть сомнения, справишься ты или нет, тогда можешь просто записаться на первый урок, не оплачивая весь курс целиком, где в течение 15 дней тебе предоставится тест-драйв начального курса. Более того, есть даже недельный бесплатный марафон с ознакомлением с материалами и полезной информацией в изучении японского языка. Так что тебе ничего не мешает просто попробовать. Благодаря видеоурокам и структурированному материалу здесь ты изучишь чтение, написание азбуки хирогана, катагана и 60 иероглифов. Поймешь, как строить самые часто используемые фразы и предложения, или можешь записаться на индивидуальное занятие, в котором тебе помогут разобраться с твоими вопросами. А уже через 3 месяца обучения ты сможешь начать разговаривать на японском языке. Для чего тебе это нужно? Ну, кроме соответственно аниме и манги, это откроет дорогу для путешествия в Японию. Сможешь сдать международный экзамен по японскому языку Нихонгу Нрёку Сикен высший уровень, а также сможешь поступить в японский вуз или трудоустроиться в Японии. Автор курса Юлия Мори, востоковед с самым высоким уровнем владения японского языка Нихонгу Нрёку Сикен N1, а также японец Такута Мори, так что за правильность поданной информации не стоит переживать. Записаться ты сможешь по ссылке в описании, а также не забудь заглянуть и на другие ресурсы Мори Мори Джапан.
Сразу же после этого флешбека мы переносимся в гущу событий, где, подобравшись к противнику, который намеревался увеличить дистанцию, в последнюю секунду Всемогущий призывает дополнительный предмет поддержки и тут же ввел врагу инъекцию суперкислоты, назвав этот прием Пинки. Из-за этой введенной кислоты тело все за одного продолжало гнить и растворяться даже после перемотки времени, так как вещество все еще оставалось внутри тела противника, вследствие чего устранить такой урон не так-то и просто, поскольку это совершенно не то же самое, что и реверсировать разовое полученное ранение. Но ВЗО даже с полученным уроном не останавливался и продолжил кастовать изначальную атаку, которая с неимоверной силой швырнула Всемогущего в здание около станции Татуин. И думаю, внимательные вспомнят, что впервые мы эту локацию увидели еще в самом начале манги. Сейчас же отчетливо видно, как сильно ее потрепало за время этого противостояния. И хоть эта атака направила Тошинори в одно из зданий, разрушив его почти полностью, но это была не конечная, и тело бывшего героя отрикошетило на крышу соседнего сооружения ближе к школе Юэй. Смотрящие же за боем полицейские заметили, что траектория движения ВЗО изменилась, и сейчас он направлялся в ту же сторону, где было тело его оппонента. Тем самым они воочию увидели, что план Всемогущего работал, и противник сейчас был полностью сконцентрирован на нем. Сам же Тошинори, по удивительному стечению обстоятельств, оказался на той самой крыше, где он разговаривал с Мидорией, но состояние его было крайне тяжелым. Множество ребер были сломаны, кучу повреждений по всему телу, а этот мощный удар нарушил его дыхание. Однако даже с такими повреждениями, вспоминая стремление юного Мидории и слова Стейна о его долге как символа мира, Всемогущий поднимается на ноги. А видя вновь помолодевшего все за одного, это позволило удостовериться ему в своей теории, ведь чтобы уничтожить находящуюся в теле ВЗО суперкислоту, враг использовал на себе причуды с бременем самоповреждения, и ему стало интересно, ускорило ли это процесс перемотки времени из-за множественных повреждений. От этого Всемогущий стал неистово смеяться, ибо понимал, что все его действия были не напрасными, и таким образом он смог даже сейчас быть полезным для людей. А раз так, нельзя было останавливаться ни на минуту, после чего, приказав Геркулесу, он применяет на себе оставшиеся приспособления, поддержка движений Уравитий и Ингениум, врубив мощность на полную. Все для того, чтобы положить этому конец. И вместе с этой накаленной обстановкой Всемогущий ощущал, как старается Мидория, который вовсю сейчас противостоит Шигараки. И честно сказать, выражение их лиц сейчас просто впечатляет. Видно, как Изуку сейчас просто вне себя от того, что натворил его противник, а Шигараки при этом было весело, как будто ход сражения склоняется в его пользу. Но что интересно, что Всемогущий, что Мидория сейчас думают о друг друге, и оба они сражаются против одного и то же, давно зародившегося зла. Что же, видимо, бой Всемогущего и ВЗО скоро подойдет к своему концу, и еще чуть-чуть и будет известен итог. А значит, возможно, через одну или несколько глав мы перейдем к сражению Мидории и Шигараки, и вместе с этим, я надеюсь, нам наконец-то покажут, как там Бакуга, а то его уже нет целый год реального времени, и даже весточки нам не давали. Ну а также, не забывайте, что прочитать свою любимую мангу, и не только, вы сможете на rimanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующий ролик. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. I'm letting you what the fuck.